Друзья, доброе утро! И опять я встал в эту рань, чтобы совершить восхождение. Восхождение сегодня мы будем совершать с Юрой вон туда, вот на ту гору, где буквально недавно мы, для удивления очень многих, даже местных жителей, обнаружили продолжение Великой Лемиры. Сейчас мы напьемся воды из этого самого большого родника в Турции и отправимся наверх, пока солнце не испекло нам мозги. Так, для тех, кто не смотрел мои предыдущие видео про Лемиру, маленький экскурс. Значит, помимо вот таких вот гадких и римских стен, здесь еще есть вот такой вот потрясающий фундамент от некогда 30-метрового здания, который раскопали, и он торчит здесь до сих пор. Вот такие здесь мои любимые стыки на нем с нулевым зазором, как я говорю. И сейчас мы пойдем наверх, чтобы посмотреть, есть ли что-то похожее вот там, наверху, куда ведет только одна тропинка, по которой не ходит никто уже много-много лет. Но пройдем мы. Вот. Эта мандула раньше была вот такая. Смотри, вот это стоит древнеримский чувазоид. И вот эта хрень 27 метров в высоту, вот здесь есть шкала, без единого захода наверх. Ну, в этом можно убедиться, если обойти вокруг вот эту штуку. С какими-то наверху колоннами. Вот здесь мы нашли супер мелкий орнамент, сантиметр, представляешь? Каждый сантиметр рисунок повторяется. Мы потом подойдем, это посмотрим все. Вот здесь вот 3 орла сидело и какая-то вот пунктирчиком сфера, непонятно, что они имели в виду. Но факт, что от этого всего осталось вот это только. И, конечно же, неизвестно еще, насколько это все идет вниз. Потому что не раскопано ни хрена. Ну что, наверх? Морально готов? Идем. Вот напомню тем, кто не видел, что здесь у нас город окружен вот такими вот стенами. И история никак не разделяет одну эпоху, которая строила мегалитические здания 30-метровые, от вот этих вот ребят, несмотря на то, что здесь совершенно явно построена стена из обломков, и некоторые обломки даже не доделаны до конца. Вот так вот внезапно накрыло тех ребят. Это гигантская драма, катастрофа или война, но в любом случае война — это катастрофа. И сейчас мы отправляемся вот в эти парники, чтобы пройти их насквозь и найти тропу. Нам, собственно, вот сюда. Хотя, Юр правильно говорит, не похоже, чтобы эта дорога вела в какой-либо древний город. Ну, что делать?
Да, нам вот туда надо. Так, надо вот здесь нам пробраться. Вот сюда. Нет дороги до дороги. Вот она. Все. И вот сейчас нам надо будет оценить. То есть это единственный проход наверх. 100% гарантия. Вот те каменюки, которые мы найдем там, их тоже здесь перли? Или как-то по-другому это происходило? Вот в чем вопрос. Друзья, а кто хочет вон там вот поселиться и купить себе квартирку, в Телеграм пишите мне, контакты в описании. Ликийские. Да. Альпинистские гробницы. Да. Вот только альпинист туда может подобраться, снизу не хватит роста, некуда поставить стремянку, короче, ничего. И еще скала отшлифована за подлицо. Совершенно стандартное явление. Угол наклона где-то сколько градусов, Юр? Вот мы идем сейчас. Я думаю, где-то 15, да? Подожди, где? Вот дорога. Да ну ладно. Нет? 30-очка минимум. Да? Да, конечно. 30-ка минимум. Ну, может быть, 30-ка минимум. Это действительно тяжело. А вечером, представляешь, мы отсюда спускались, я один раз там был, чуть-чуть. И нам навстречу перлись вот здесь вот черепахи, прямо вот тут. Каждые 10 метров по черепахе. Маленькие такие, сантиметров 25. Что они там делают? И мало того, что здесь одна эта дорога, в любом другом месте, где нет этой дороги, просто шаг влево, шаг вправо, и ты делаешь трам-бам-бам-бам-бам. Это понятно. Настолько здесь круто все. А самое интересное, что вот смотри, мы прошли уже хрен знает сколько, да? Вот она гора, а ничего не выдает на ней. Руин города, да? Да. Кроме вот этой дороги. А они есть. Не то слово. А здесь действительно идешь полностью по побитому вот этому вот осколкам цивилизации. Ну сейчас увидишь. Что ж я буду тебе предвосхищать лишнего. Так, вот здесь, видишь, какой-то пятак. Непонятный, кто его сделал. Вроде как следы от какой-то техники, да? Но не уверен, что техника могла сюда заехать. Хотя не исключаю. Ну, здесь, похоже, возможно, дорога лет 30 назад была в лучшем состоянии. Нам, по-моему, сюда. Дальше вот начинается уже... тропа. Да. Так, ну здесь уже совсем круто, да? Ну да, здесь где-то под 45, наверное. Да. Соглашусь, под 45 градусов. Круто, и нет особой дороги никакой. Я понимаю, обвалы. Нет, кладка есть. Вот мы стоим на ее фрагментах.
Но все это либо обвалами уничтожено, либо еще чем. Здесь, мне кажется, нужно будет срезать из-за кустов колючих. Да, то есть там, смотри, была дорога, какая-то площадка для погрузки. Что-то воровали наверняка. Ну или официально добывали. А дальше тропа. Идем дальше. Да, здесь все на уровне первооткрывательства какого-то. Так, надо срезать. Думаешь? Тропа идет туда, но мы там обдерем ноги. Вот, вот дальше. Видишь подъем? Вот идет. Срежем тут. Оп. Продолжаем разговор. Вон дорога. Видишь кладка? Да. Ну не дорога, точнее, вот эта вот фигня, по которой мы идем. И тут опять перед нами стоит вопрос. А, нет, вот есть обход. Смотри-ка, осторожно. Это очень острое. Вот такие дороги у нас здесь, друзья. О, смотри, какой хайвей. Нет, мне кажется, нам сюда. Хотя тут уже даже тропы не остается. Остается только надежда. Так. Ну давай попробуем облезть кусты. А, есть проход. Прям козий. О чем красноречиво свидетельствует козье говно разбросанное то там. Да, смотри. Мы подбираемся к тому, чего даже не видно снизу. Значит, хайвей шел, получается, до конца, в любом случае. Да. То есть, он просто исчез где-то там, посерединке, растворился где-то. А так, получается, он существовал... Нет, внизу он растворился, у подножья. Ну да, ну, грубо говоря, посередине. А, ну да, и внизу, там, где хозяйство все. Ну, и здесь вот не могу сказать, что это прям оригинальное покрытие хайвея. Что это за хрень? Это все куски города, мне кажется, уже сверху нападали. А вот сейчас мы посмотрим, есть здесь следы потопа, например.
Мы в прошлый раз штурмовали вот эту скалу, но в этот раз я посмотрел, что вот эта тропа, она проходит мимо дальше. И вроде как там есть какой-то древнеримский культурный вход. Но тут вот видишь, да? Сейчас. Так, пора включать, друзья. Как эта камера называется? Панорамная. Потому что здесь совсем ссыпался склон. Ничего от него не осталось. Ну, идем пока. На-на-на. Вот тут лучше не наворачиваться. Это понятно. Обрати внимание, кстати, земля мокрая, да? Нет. Нет, не мог. Выглядит как мокрая. Это сверху. Короче, предвосхищу. Видишь ступеньку? Угу. Вот. Ее нам надо будет обязательно излазить сверху. Есть предположение, что вода текла вот здесь. Вот тут прямо. Видишь? Раньше. Вот тот родник безумный. Целая река, которая бьет из-под горы. Есть теория, что раньше бил вот отсюда. Как ты считаешь, это ли не следы воды? Вот здесь вот. Видишь ты следы потока? Вот по этим вот ступенечкам такие. Хоп-хоп-хоп. И вот туда вниз. А там у нас что? А там у нас амфитеатр. Вполне возможно, ты знаешь. Вполне возможно. Прямо четко на амфитеатр. Вот, ну, в общем, запомнили вот это место. Сейчас, если мы туда попадем наверх, то рассмотрим его вплотную, так сказать. Здесь похоже, да, как будто вот это водная какая-то эрозия. Ну, похоже. Похоже. Вот, смотри. Везде какие-то потоки параллельные прорисовались. Конечно. Ну и Да. сам видишь, да и Вот сам, это да и была- сам такой вот как бы пологий. Да. Такой как бы. А вот уже начинаются, смотри, фрагменты. Видишь, квадратные отверстия в камне. Ага. Да, это сверху уже посыпалось, потому что ты увидишь сейчас, что там наверху, а там вообще оттас просто. Короче, если отсюда был водопад, это был вообще самый красивый город, просто который я себе вообразить могу. Ну ладно, идем дальше. Вон там тропы, я вижу, продолжение. Может, направо, не налево? Никуда? Не-не-не, туда ничего нет точно. Угу. Мы туда ходили уже, там придется забираться вот тут вот. Хочется, так сказать, для будущих исследователей протоптать маршрут и утвердить его не только козами, а еще и нашими ногами. Если нет, мы сейчас с тобой немедленно вернемся. Тут остался один поворот. Ну и не навернуться, главное. Камушки здесь катятся ого-го. Это да. А уклон такой, что остановит тебя только вот там вот кусты. Если остановит. Если тебя. А не твой хладный. А не то, что останется. Да. Да, короче, вот смотри, вот это якобы, судя по спутнику, это продолжение тропы, но просто вот это все, что от нее осталось. Ни больше, ни меньше. Так. Нет, еще чуть-чуть. Класс. Вон она, смотри. Блин, как красиво здесь. Видишь? Ага. Я здесь не был еще. Класс. Вот они как ее сделали. Видишь, она здесь укрепленная. Вот кусочки не развалившиеся, судя по всему. И лазили же черти, да? Видимо, спортсмены были все. Как сюда какой-нибудь вот жирный депутат залезет? Ну никак ведь. Даже если учесть, что здесь ничего не развалено. О, посмотри, какая дорога.
как ты считаешь, это же не по дороге мы идем, это же какой-то накрош. Нет, ну я думаю, что это дорога все-таки. Нет, ну понятно, что я имею в виду не поверхность дороги. Нет, конечно, конечно. Конечно, это однозначно. Вот здесь, смотри, отвес Это вообще. не может быть поверхностью дороги, конечно. Это какой-то накрут. Друзья, перегрелся телефон. Вот, блин, 7:30 утра, а айфоны, зараза, греются. Если вам не безразлично то, что мы делаем, то вы можете помочь нам, и мы купим классные камеры, будем снимать для вас еще лучший материал, возьмем хорошие микрофоны. Короче, все контакты для того, чтобы перевести нам средства на наши исследования, в описании находятся. Я постарался расширить эту опцию. Так что дерзайте, мы будем признательны всем. И в комментарии укажите свое имя, чтобы мы в субтитрах сделали вам благодарность. Ну, а мы тем временем пришли. И эта мегалитическая конструкция находится вот на такой высоте, над уровнем моря. Вот по такой тропе надо пройти, и почти всю эту тропу вы видели. Вся. Вот эти блоки точно такие же, как и на конструкции внизу, которая, напомню, была 27 метров в высоту. Точно таким же образом соединены между собой. Точно такое же качество обработки. И вес, ну так, навскидку, 1,2 метра на 80 сантиметров. Это 1,5 куба, 4 тонны. 4 тонны, 5 тонн, 6 тонн. Вот примерно так здесь эти ребята и жили. Ставили их вертикально, горизонтально. Как угодно. Значит так. Вон находится наш любимый, драгоценный, самый лучший город Финики. Хотя все города здесь хороши. Но тем не менее, этот особенный. И, значит, как мы считаем, согласно нашей гипотезе, вот из этой расселены, вот это стой, вот, которая сейчас от нас закрыта, когда-то хреначила вода. Был прям мощный поток, бурный, который каким-то образом взаимодействовал вот с этим воистину мегалитическим зданием. Вы просто посмотрите, какие швы. Какой здесь зазор. Угольник я не взял, но, клянусь, он не нужен, чтобы понять, что здесь все так. Вот прям все хорошо, несмотря на то, что от этого здания осталась тоже такая же кочерышка, как и от здания внизу. Но, тем не менее. Так, значит, поток. Вот отсюда шел поток. И почему-то мне кажется, что он обрывался вот прямо вот сюда. Прямо вот туда. А там вы уже видите что? Амфитеатр. Средненький такой себе весьма амфитеатр, но очень хорошего качества, такого же, как все мегалитические постройки здесь, и совсем не такого, как вот эти городские стены. И вот там рядышком с ним, прям вплотную, вы видите застройка кварталов. Это тоже все мусорообразное, что я называю с недавних пор римской культурой. Люди, которые строили такие здания, вполне могли испытывать удовольствие от гладиаторов на арене. Вот этот быдлячий кайф, я думаю, что от них был недалеко. Вот, а значит, почему я думаю, что здесь текла вода? Это смотрим вот в профиль, конструкцию, которая находится ниже мегалитического вот этого фундамента. И мы видим, что здесь некие ступени, причем ступени огромные, метровая высота. И идут эти гигантские ступени вот так вот вниз, сюда каскадом. А зачем нам каскад? Просто так, нафиг не нужен. Но тем не менее он есть, и поэтому я думаю, что вот здесь был какой-то красивейший водопад, который каким-то образом стекал вот туда дальше, вниз почти по этому отвесному склону. Но здесь градусов 60, ну точно есть 70. И вот как-то взаимодействовал с амфитеатром, и потом дальше со всеми вот этими конструкциями, которые пока, конечно, на город не тянут особо.
Большая часть города еще совсем не раскопана. И сейчас мы, я думаю, что слетаем, да? Давай. Так, значит, друзья, вот мы пролетели. Нет. Ну и пролетев, мы вдруг внезапно поняли, что весь город-то он находится на самом деле еще за нами. Ой, а что это у меня в руке? Это я замутил себе киркпату. Очень удобный инструмент для того, чтобы проверить, насколько же твердый местный камень. И сейчас мы как раз это и сделаем. Соединительные скрепы, так сказать. Хоть это слово приобрело какой-то ругательный смысл. Следы вот такие. Помимо этих следов, есть еще у нас следы такие. Никаких следов, никакого города нету, кроме как постоянно присутствующей под ногами керамики. Пошла керамика. Из такого здесь собраны целые амфитеатры. Целые города в некоторых местах. Я уж все понимаю, но в такую крошку размолотить. Самое интересное, вот это фрагмент черепицы, 100%. Тоже фрагмент черепицы. Вот они из более рыхлого, чем посуда. О, смотри сюда. А вот это точно ручка. Еще один какой-то фрагмент древней тарелки или кувшина. Но однозначно посудина какой-то. Оставляем тут. Смотри, это вход. Да ведь? Здесь начинается уже вот такая.
Вот такая. Сверху вот этот кусок весит около 5 тонн. А вот слой земли, смотри. Острые какие осколки. Вот здесь можно палец проткнуть. Это вот этот раскрош здесь запечатало каким-то макаром. Непонятно каким, но видишь, вот. Опять плитка. В него впечатано. В толщу прям. Что еще? Вот еще плитка торчит. Смотри, видишь что-нибудь? Вот еще плитка. Вот еще плитка. И все это в толще. Без следов какой-либо гальки. А это, блядь, что? Смотри, пиздец какой. Это позвоночник.